Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу самую популярную модель сумочки спицами. Она вяжется легко и быстро. Вы можете остановиться на любой толстой пряже, будь то полушерсть, как у меня, хлопок или полиэфирный шнур, на ваше усмотрение. Нить моя достаточно толстая. Это шнур Айкорд, вязаный по кругу. Он порядка 7 миллиметров. Также я приготовила 2 булавки, ножницы, сантиметр и спицы номер 10. На каждом этапе вязания я буду озвучивать размеры моего изделия в сантиметрах. Так вам будет легко сориентироваться и перестроиться в зависимости от вашей пряжи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к работе. Набираю петли на одну спицу. Первая петля, просто накидывая нить, край начала нити перед работой подхватываю и образую первую петлю. Плотно подтягиваю ее к спице. Далее просто накидываю перекрученную нить на спицу. Одна петля за другой, мне нужно 15 петель. Далее переворачиваю вязание, чтобы спица с петлями и рабочая нить оказались в левой руке. Первая петля ряда всегда снимается, последующие лицевые. Только в первом ряду провязываю лицевые за заднюю стенку, потому что так удобно лежат петли. До конца ряда каждая последняя петля ряда изнаночная для формирования кромки. Вот последняя петля. За переднюю стенку провязываю ее изнаночной. Переворачиваю вязание. Далее первая петля ряда снимается. Все последующие лицевые за переднюю стенку. Так будет провязываться из ряда в ряд. Лицевые за переднюю. Последняя петля ряда снова изнаночная. И так далее мне нужно провязать порядка 6 рядов. На ваше усмотрение ширина ряда в 15 петель – это ширина сумки, ширина донышка сумки. Высота, то есть рядность, это глубина. Последняя петля изнаночная за переднюю стенку. Готово. Навязываю еще несколько рядов аналогично. У меня провязано 6 рядов туда-обратно. Таким образом, по лицу я вижу 3 изнаночных ряда. И по изнанке у меня тоже 3 изнаночных ряда. Последнюю петлю здесь я провязываю точно так же лицевой, потому что сейчас буду переходить на круговое вязание. На этом этапе мои 6 рядов, 15 петель, имеют размер в ширину 24 сантиметра и в высоту порядка 5 сантиметров. Но полотно очень эластичное и податливое. Итак, я провязала 15 лицевых в этом ряду. Далее по краю набираю петли. 3 петли по боковой части. Готово. И по противоположной части мне нужно набрать 15 петель. Так, здесь я внимательно буду вводить каждую повторяющуюся точку. Нахожу перекрещение 2 нитей и подхватываю. Здесь можно помочь себе крючком. Вот что получается. Следующий ряд как бы лицевой за изнаночным.
Контролирую количество петель, не пропускаю точки набора. Получилось 3 с боковой я набрала. Здесь одна петля повторяется, то есть она относится и к одной, и к другой стороне. И у меня получается 10, 13, 14 петель. И далее я протягиваю спицу и набираю еще петли с боковины. 1, 2, 15, по 2 сбоку, и здесь замыкаю круг. Получилось 34 петли. Размер донышка на этом этапе 25-26 сантиметров по длинной стороне и также 5 сантиметров по короткой стороне. Здесь мне необходимо сделать так, чтобы начало ряда было четко по центру короткой стороны. Поэтому одну набранную петлю я возвращаю на спицу. Вот сейчас я нахожусь в начале следующего ряда. Четко по центру короткой стороны донышка сумки. Следующий ряд все изнаночные. Так как вязание идет теперь у меня по кругу, мне нужно будет провязывать ряд лицевыми, ряд изнаночными, ряд лицевыми, изнаночными. Так чередовать. Вот следующий ряд у меня изнаночный. Здесь можно поставить маркер, но сложно будет проскочить это место, так как здесь будут меняться лицевые на изнаночные. 34 петли в круг сейчас вяжу до конца ряда. Первый ряд по стенкам без добавлений закончен. И следующий ряд снова лицевой. Лицевые по кругу вяжутся за заднюю стенку. Так ряд за рядом чередую по рисунку лицевой с изнаночным и навязываю необходимую глубину. Сейчас уже от донышка у меня провязано 28 рядов. Итак, размеры моей сумочки: ширину 26 сантиметров, в глубину 21 сантиметр. Сейчас я разделю общее количество петель ровно пополам, по 17 петель с одной и с другой стороны. Здесь мне нужно выделить одинаковое количество под лямки и центральную часть следующим рядом закрыть. Обращаю ваше внимание, следующий ряд у меня изнаночный. Я протягиваю нить, 17 петель делю на 6, 5 по центру и 6. Выделенных на лямку 6 петель провязываю по рисунку, то есть изнаночными. Последняя, 6-я. Далее 5 петель нужно закрыть. Провязываю 1, 2, первую набрасываю на 2. Стараюсь не затягивать. Далее провязываю еще одну, точно так же первую набрасываю на 2. Третья петля, 4-я и последнюю 5-ю петлю, которую мне нужно закрыть
То же самое набрасываю первую на вторую. Готово. Снова 6 петель по рисунку. 3, 4, 5, 6. И перехожу на другую сторону. Здесь то же самое. 6 петель по рисунку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие 5 петель на закрытие. Тем же самым способом. Первая, вторая. Первую на вторую. И последующие точно так же. Вторая закрытая. Третья. Четвертая. И пятая. И снова у меня остается 6 петель, которые сформируют ручку. Ряд завершился. Теперь ненужные петли я сниму на булавке. Буду работать с одной половиной, все остальные снимаю на булавке. Шесть. Здесь то же самое. 6 с одной стороны. И 6 с другой стороны. Остаются 6 петель, которые вяжу рядами туда-обратно, туда-обратно. Первую снимаю, последняя изнаночная. Здесь лицевые вяжутся у меня за заднюю стенку в первом ряду. Последняя изнаночная. Переворачивается вязание. И снова лицевые, но уже за переднюю стенку. Все последующие ряды тоже будут провязаны за переднюю стенку. Так я ушла от кругового вязания. Навязываю необходимое количество рядов, 6 петель. (42 ряда по ручке у меня провязано. Длина заготовки 29 сантиметров. Ширина 7 сантиметров. Здесь оставляю небольшой запас нити, которого должно хватить примерно на 2 ряда по рисунку. Здесь ряд закончился лицевым, здесь изнаночным. Ряд, которым я буду сшивать деталь, как раз проложит изнаночный лицевой и не нарушит чередование рядов. Здесь вывязывается точно такая же деталь. Для удобства удаляю булавку и вставляю спицу. Спицы смотрят в одну и ту же сторону, с одной и с другой стороны. 6 петель здесь и 6 петель здесь. Здесь буду делать по аналогии. Вставляю нить в иглу и буду прокладывать шов, захватывая то петли с одной спицы, то с другой. Здесь роняю петлю, провожу нить в нее. Теперь здесь у меня образуется лицевой ряд, здесь изнаночный. Таким образом узор не будет нарушен. В лицевом ряду
я подхватываю петлю с изнанки на лицо, то есть снизу вверх. Теперь возвращаюсь наверх, подхватывая петли. И снова вниз. Здесь уже второй раз в эту же петлю ввожу иглу сверху вниз, в следующую снизу вверх. Петли собираются спинка к спинке. Здесь теперь наоборот, снизу вверх и сверху вниз. То есть чередую ввод иглы в петли. Здесь снова сверху вниз, снизу вверх в следующую. Каждый раз подхватывая для сшивания новую петлю. Шов прокладываю достаточно эластично, чтобы он повторял все провязанные мной ряды. И возвращаюсь точно так же, подхватывая новые петли снизу. Итак, еще раз. С изнанки на лицо поверху и в соседнюю наоборот. С лица на изнанку игла уходит. То есть в две соседние петли я ввожу как бы зеркально иглу. А здесь наоборот. С лица на изнанку, с изнанки на лицо. Прокладываю шов по аналогии и в соседней детали. Здесь у меня остаются последние петли. Готово. Вот, обращаю внимание, был образован лицевой и изнаночный ряд с сшиванием. Далее просто прячу и увожу нить по изнанке. Сумочка получилась очень милая и необычная. В нее легко поместится все необходимое, и она прекрасно дополнит любой зимний образ. Не требует подкладки, так как закрывается легким движением. Одна петля ручки вставляется в другую. Вот такой милейший узелок получается. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!